компания Pointlane, в настоящее время господин Мельников. Коллеги, здравствуйте. Меня зовут Павел Мельников, я директор по развитию компании Pointlane. Когда мы решили принять участие в этом мероприятии, мы, в принципе, думали, с каким выступлением стоит сюда прийти и каким опытом, или, может быть, каким-то исследованием стоит поделиться с такой, скажем так, высокопрофессиональной аудиторией и опытной аудиторией. Мы сначала думали рассказать о нашем подходе, как мы защищаем персональные данные наших клиентов, как мы реализуем проекты по соответствию 152 ФЗ, но, в принципе, решили от этой идеи отказаться. Так, спасибо. Потом мы думали, что, может быть, имеет смысл рассказать, кстати, наши методики мы изложили в тех материалах, которые были в ваших оранжевых чемоданчиках. Там есть интересная достаточно методика по обеспечению соответствия. Можете с ней знакомиться. Потом мы думали рассказать о том, как мы делаем тесты на проникновение. И решили, собственно говоря, учесть мнение наших организаторов этой конференции, которые просили поменьше продавать и побольше делиться чем-то интересным и практическим. Тогда мы подумали, что, наверное, будет интересно посмотреть на основную сейчас проблему, которая стоит перед банковским сообществом, на мошенничество ДБО с точки зрения клиента. Итак, мы решили провести независимое исследование о том, как ведущие российские банки в количестве 500 штук первых информируют своих клиентов о том, какие есть риски, связанные с пластиковыми картами и с мошенничеством ДБО. То есть мы решили посмотреть, как это выглядит со стороны клиента. Часто все говорят о том, что нужно проводить мероприятия по повышению осведомленности, но как они на самом деле проводятся, это очень интересный вопрос. Почему, в принципе, решили говорить именно о банках? Банки, наверное, ведущий сектор экономики, кто больше всего инвестирует в безопасность. Почему именно... Почему именно 500? Это практически половина от того рейтинга, который есть на банке.ру, и вообще для того, чтобы взять какую-то правую точку, взяли просто рейтинг на банке.ру. Там кредитно-финансовый рейтинг. В принципе, мы считаем, что этот рейтинг соответствует некому уровню зрелости компании и, соответственно, проецируется на зрелость с точки зрения информационной безопасности. В нашем исследовании мы также смотрели о том, как регуляторы в этой области заботятся о самих банках, что они говорят им делать. В принципе, как мы здесь все уже неоднократно подчеркивали, нет на данный момент какого-то стандарта утвержденного Банком России, который бы рассказывал, как правильно обеспечивать безопасность ДБО и какие меры необходимо там применять. Исследование у нас заняло порядка 2 месяцев, участвовало в нем 7 аналитиков, и надо сказать, что за это время мы прочитали все возможные рекомендации, которые сейчас находятся в открытом доступе на сайтах клиентов, а также были получены в результате общения с ним по телефону, и их вот около 3500. На самом деле отчет сейчас постоянно подходят новые данные, 13 апреля здесь ошибочно указано, я как раз презентацию еще готовил, новые данные уже были сегодня, ребята последние данные прислали, отчет сейчас верстается, потом расскажу, как можно будет получить. Итак, что мы проверяем? Мы посмотрели, какие банки предоставляют услуги банковских карт и дистанционного банковского обслуживания. Это связано и с предоставлением услуг для обычных частных клиентов, так называемый интернет-банк, так и дистанционное банковское обслуживание для корпоративных клиентов. Посмотрели рекомендации, которые находятся на сайте. Интересный момент, мы, кстати, одновременно с этим посмотрели, как банки относятся к требованию в последней версии закона 152 о том, что необходимо публиковать политику в отношении обработки персональных данных в свободном доступе. Там интересные цифры в конце. Соответственно, работа проводилась в 2 этапа. Сначала смотрели просто сайты, а второй этап – общение с теми, у кого не было рекомендаций в открытом доступе, через колл-центры. Какое распределение среди этих 500 банков? По банковским картам, соответственно, вы видите распределение, кто оказывает услугу, соответственно, кто оказывает услугу по ДБО. Из тех, кто оказывает эти услуги, рекомендации на сайтах
есть у порядка 84% банков. По банковским картам и по дистанционному банковскому обслуживанию, соответственно, есть рекомендации только у 74% банков. Вообще, как вы считаете, вот хочется немножко такого, как бы обратной связи, то есть вы заботитесь вообще, вот здесь, те, кто присутствует, о том, что вот нужно доводить эту информацию до клиентов, как вы считаете? Если кто-то согласен, поднимите руку, пожалуйста. Отлично, ну, практически все, хорошо. Да, такое небольшое вступление. А кто вот эту компанию, в принципе, знает? Тоже, если можно, руку. Отлично, немного. Хорошо. Так, дальше мы проверили доступность таких рекомендаций. Как именно это было сделано? Ну, понятно, что такие рекомендации нужно публиковать в каком-то основном разделе сайта, при входе в интернет-банк или при, соответственно, на первых страницах своих сайтов, визитных карточек. И выделили 3 категории доступности. Легко, соответственно, в 1-2 клика мы доходим до рекомендаций. Сложно, нам нужно пройти по цепочке продуктов, зайти куда-то на какие-то дополнительные страницы, где-то в конце все-таки найти эти рекомендации, именно потому что мы их ищем. Были случаи очень сложно. Приходилось искать эти рекомендации, соответственно, через поисковые системы на этих сайтах. И какое здесь распределение? Из-за того, что Центральный банк выпустил письмо, о котором я раньше писал, в своей презентации, о том, что необходимо доводить рекомендации по банковским картам, мы видим, что легко ищутся рекомендации по банковским картам. Что, соответственно, совершенно не так для рекомендаций по ДГО. Потому что такого соответствующего письма на Банк России пока что не поступало. Что касается карт. Да, письмо номер 122Т 2009 года. Многие банки просто взяли, скопировали памятку ЦБ и повесили ее на свой сайт. Кто-то решил давать свои рекомендации. Кто-то и скопировал, и дал дополнительные. Надо сказать, что из тех, кто скопировали, только половина банков указала реальный источник этой памятки. Соответственно, на втором этапе, когда мы решили, что необходимо для тех компаний, для тех банков, простите, кто не указал информацию о своих рекомендациях на сайте, их порядка 157, решили, это суммарно по ДГО и по карточкам, решили их обзвонить. Здесь получилась очень интересная статистика. Значит, мы звонили на обычные телефонные номера, которые указаны на их страницах. И выяснилось, что, во-первых, странные реалии российского бизнеса, из 157 24 банка вообще не доступны к телефону полностью. Ну, то есть никак на них нельзя дозвониться, в течение было нескольких дней. Непонятно, как они карты блокируют в случае мошенничества по ним. Не ясно. Здравствуйте. Вполне возможно, телефон DDoS. Значит, больше всего ответов сводилось к следующему. Посмотрите, пожалуйста, рекомендации в договоре. Там все написано. Интересный показатель был вот 22 банка из 157, в принципе, сказали, что у нас вообще нет никаких рекомендаций по информационной безопасности, о том, как нужно защищать, соответственно, свой компьютер, откуда делаются платежи, и как нужно заботиться о безопасности банковских карт. 21 банк продиктовал эту рекомендацию. Некоторые банки вместо того, чтобы рассказывать о рекомендациях, рассказывали о том, как они сами обеспечивают информационную безопасность, рассказывают, что есть системы информационной безопасности, противодействия мошенничеству и так далее. Некоторые отправляли на сайты, там все-таки находились рекомендации. Некоторые банки, особенно внимательные к своей безопасности, занимали такую позицию, спрашивали, а у вас какие вопросы? Задавайте конкретные вопросы, мы вам все расскажем. 6 банков вообще не поняли вопрос. 7 сразу отсоединились после таких вопросов. Кстати, какой был вопрос? Мы звонили и говорили: я клиент, потенциальный, хочу им стать, я достаточно финансово обеспечен, хочу узнать, как вы расскажете мне о том, что я должен сделать для того, чтобы защитить свою пластиковую карту, защитить свой компьютер, с которого будут платежи. То есть вопрос был приблизительно такой. Соответственно, на электронную почту посылали и рекомендации в памятник, который будет выдаваться в отделении. Так,
Дальше мы решили посмотреть, интересный такой коэффициент оценочный, как зависит полнота рекомендаций и вообще отношение банка к информационной безопасности в зависимости от его рейтинга. Мы решили сделать некую классификацию рекомендаций. Рекомендаций у нас получилось больше сотни, всех, которые мы прочитали, сведенные в общие группы. И получилось следующее. Для банковских карт, в принципе, видна очень такая хорошая тенденция, что при увеличении позиции рейтинга в банке полнота рекомендаций, скопированы ли они были или они были придуманы самостоятельным банком, она падает. А в начале очень интересная статистика. Топовые банки, как показала практика, не все из них разместили эти свои рекомендации на сайте. Очень интересный, кстати, факт, непонятно. Но они же топовые, зачем им действительно вкладывать эти рекомендации? Что касается ДБО, та же самая тенденция, опять же, как и в банковских картах, за исключением только некоторых локальных спецов для каких-то особенно отличившихся банков. Если посмотрим сами рекомендации, какие наиболее популярные? Наиболее популярные самые простые. Никому не сообщать свой пин-код, не хранить пин-код рядом с картой и так далее. Какие самые непопулярные? Обращать внимание на поведение банкомата, не использовать общедоступные сети при проведении платежей по банковским картам, не предоставлять лишнюю информацию, требовать документы об изъятии карты и так далее. В тот момент, когда карта изымается на точку ПОС. Что касается ДБО, самые основные рекомендации были связаны с безопасным хранением ключевой информации и паролей, а также стандартные рекомендации антивирусной защитой, доверенным банком и так далее. Буду ускоряться, времени очень много. Нестандартные, непопулярные рекомендации – это периодический контроль баланса. Самая, как мне кажется, действенная рекомендация – использовать компьютер исключительно только для работы с банк-клиентом, чтобы не ходить по сайтам, по другим, даже на бухгалтер, на РБК и на остальные, на РЖД, откуда были последние заражения. Она вот находится в первой четверке с конца, в первой пятерке с конца, к сожалению. Что касается политики обработки персональных данных, в открытом доступе такая политика сейчас только у, по-моему, 7 банков из тех, кого мы обследовали. Какие выводы? Общий уровень повышения осведомленности банка среди своих клиентов, он, скажем так, средний. Я постараюсь воздержаться от каких-то оценок, потому что здесь аудитория очень, как сказать, любит вступать в полемику, поэтому это вот такие средние, можно говорить, уровень. Четко прослеживается зависимость отношения к проблеме от зрелости организации. Как мы все уже заметили, нам не хватает регулирования и обязательных документов, которые бы описывали, что конкретно нужно сделать для защиты ДБО и что нужно сделать, подчеркиваю, как нужно провести это информирование среди клиентов. Опять же, не все клиенты, вернее, не все банки это делают. Почему? Потому что, как правильно сказал Светлана, есть некий процент организаций, которые просто закладывают в свой бюджет процент на фронт. И вот эти все мероприятия, которые я рассказываю, они в принципе неинтересны. Такие тоже случаются в организации. Какие дальнейшие шаги возможно предпринять вам сейчас? Хотя я подозреваю, что здесь у нас, наверное, элита банковского сообщества сидит сейчас. Но вообще имеет смысл зайти к себе на сайт, посмотреть, что у вас там расположено. Потому что, может быть, даже если обладает рекомендация в ваш маркетинг или в client relationship департамент какой-нибудь, это не факт, что он еще окажется на сайте. Позвоните в свой колл-центр, узнаете, что они говорят. Возьмите обратную связь, как правильно сказал представитель банка Возрождения, проведите какое-то анкетирование, это тоже имеет смысл. Разместите рекомендации в удобных и заветных местах, чтобы они были видны. Сделайте вот эту программу повышения осведомленности на какой-то периодической основе. Возможно, электронные какие-то сообщения, возможно, может быть, даже какая-то обратная связь в виде вебинаров.
для своих клиентов, почему бы нет. Информируйте своих операторов колл-центра о том, что такие вопросы могут поступать, и расскажите им, что им нужно отвечать в этом случае. А вообще, зачем это нужно сделать? Ну, опять же, программа повышения осведомленности клиентов – это не программа повышения осведомленности сотрудников. Вы не сможете оценить ее эффективность, потому что вы не сможете провести тестирование своих клиентов и узнать, как правильно они поняли те рекомендации, которые для них распространяются. Но в общем и целом это ведет к снижению количества инцидентов. Любая работа, по своему опыту скажу, я до компании Pointlane работал порядка 7 лет в российских и международных банках. Вот любая работа, связанная с какой-то активностью для клиентов, бизнесом, топ-менеджментом, всегда поддерживается. Это может стать, скажем так, хорошим фундаментом для повышения статуса подразделения и руководителя в частности. И в завершение, чтобы немножко разбудить аппетит перед обедом, потому что я понимаю, что я единственная, скажем так, стена или препятствие для нас перед обедом, давайте немножечко смеемся, потому что было много рекомендаций, мягко говоря, противоречивых, мягко говоря, необычных, но вот и есть и веселые. Но вот некоторые банки, один предлагает не брать свои сообщения в публичных местах. В принципе, где их еще не брать? Я знаю еще одно место, но, наверное, не для конференции это слово. Для особо читающей нашей российской аудитории не использовать карту как закладку в книге, я считаю, это жесткое требование, прям однозначно. В электронной книге. Не используйте карту, которую объявили утраченной, обязательно ее перевыпустите. Ну, какая-то странная, наверное, веселая какая-то рекомендация, потому что на самом деле я так слышал, краем уха, что утраченная карта, которая объявляется клиентом утраченной, должна быть тут же заблокирована. И потом... Что? Только не в России. Ну да, только не в России. Опять же, да, 24 банка из 150 вообще были недоступны, действительно. Очень интересная рекомендация: не вводить неправильный пин. Так хочется все время ввести неправильный пин после 3 раз, чтобы карточка прям осталась в банкомате, действительно. Запоминайте инструкции, обычный текст, с помощью которого с вами общается банкомат. Любые необычные инструкции обращения, поводы, сомнений. Хорошая рекомендация. И хит прям сезона, который мы получили в результате звонка. Один из сотрудников колл-центра сказал так, я прям зачитаю: никаких рекомендаций по безопасности мы вам дать не можем. Мошенники стали такими изобретательными, что от них сложно защититься и дать какие-то рекомендации. Вот будете вы пользоваться банкоматом или в магазине расплачиваться картой, а там скинут злоумышленники стоят, и все. Приходите к нам. Если вот это исследование, в принципе, будет, как бы, скажем так, востребовано, да, то мы планируем дальше пройти, возможно, в отделение банков, которые, соответственно, до которых мы дотянемся. Здесь, наверное, в Москве, может быть, в других городах, посмотрим, что они делают в отделении, как информируют. Расширим объем исследований полностью до всех банков, которые есть на банке.ру. Насколько я знаю, банков намного больше, чем просто 962, возможно, где-то еще есть. Возможно, мы проведем повторное такое исследование, если будут готовы четкие рекомендации. Насколько я знаю, комитет ВРБ какой-то ведет эту деятельность, да, по разработке рекомендаций. Отчет можно получить будет, наверное, на следующей неделе, написав письмо соответственно, на адрес, либо скачать его с сайта. Спасибо. Если есть вопросы, спасибо большое. Павел Мельников, компания Pointlane. Спасибо за его желание.